Всем доброго времени суток! Сегодня у меня на распаковке видеокарта GTX 1060 Ti на 6 ГБ с AliExpress. Последние несколько и пару будущих выпусков связывают один выпуск, который я подготовлю немного позднее. На покупку этой видеокарты ссылку оставлю в описании, а стоит или нет, надеюсь, сделаете для себя вывод. Карта не имеет бэкплейта, а из выходов один HDMI, один DVI-D и 3 дисплей-порта. А вот что показывает GPU Z. В принципе то же самое, что и на странице продавца. И характеристики очень схожи с такой же, но от фирмы Polit. Летающий пончик от Farmark и выбивает 6660 поинтов. В HD тесте температура не поднималась выше 70 градусов. И конечно же тесты в играх, а именно Battlefield 1, процессор Intel Core i5-2400, 16 ГБ оперативной памяти. Настройки на ультрах и стабильные 60 FPS с незначительными просадками. Процессор в системе загружен, так как запущены 3 браузера, а также установлены на автозагрузку несколько приложений, которые работают в фоновом режиме. Думаю, процессор вытягивает данную карту, и поэтому потенциал карты будет раскрыт полностью. И стоит она на PCI Express 16 3.0. А следующая игра PUBG. Настройки также максимальные, но вот игра сама не оптимизированная. Лагает, летает и все же после загрузки текстур от 60 до 80 FPS. Как же без World of Tanks и клиент HD, настройки выкручены на максимальные и с очень редкими просадками ниже 100 FPS игра летает на ура. И последняя игра это CSGO, настройки на высоких и очень высоких, и FPS не проседает ниже 120 кадров в основном, 140-160, а иногда и все 200 с лишним. Лично мое мнение, эта карта не уступит карте из известных брендов, а что мне в ней понравилось, это охлаждение, и карта почти всегда холодная. На этом мой выпуск подошел к концу, а за лайк и подписку буду благодарен. Ну а я с вами прощаюсь и до скорых встреч. Всем удачи и хорошего настроения.